Привет, друзья! Сегодня приготовим невероятно нежный, вкусный, пропитанный мягкий торт медовик, без раскатки теста и без коржей. Такой быстрый и простой рецепт домашнего тортика медовика должен быть у каждой хозяйки. Приготовлю медовый бисквит. В кастрюльку кладу мед, ставлю на минимальный огонь и когда мед немножко прогрелся, добавляю соду. При постоянном помешивании на самом маленьком огне довожу смесь до красивого карамельного цвета. Это занимает примерно 1-2 минуты. Вот такой красивый цвет у нас должен получиться. Снимаю затем с огня и остужаю. Пока медовая смесь остывает, в отдельную миску вливаю яйца и добавляю сахар. Хорошо все взбиваю миксером на высокой скорости до пышной, светлой, воздушной массы и до полного растворения сахара. Теперь кладу нашу медовую смесь, она уже к этому времени должна быть полностью остывшей, и хорошо взбиваю все миксером. Теперь вливаю растительное масло и еще раз перемешиваю. Вот такая масса у нас должна получиться. Всыпаю сюда всю бросейную муку со щепоткой соли и аккуратными движениями лопаткой снизу вверх все перемешиваю. Все, медовое тесто готово, оно должно быть вот такой консистенции. Противень застилаю пергаментом, его я предварительно скрепила по краям и выливаю тесто. Разравниваю лопаткой и выпекаю в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой, она должна быть полностью сухой, и перекладываю корж на решетку и даю ему полностью остыть. Для крема беру самую жирную сметану, у меня 25%. Если сметана жидкая, предварительно ее отвешиваю в течение 2 часов. Выкладываю сметану в чашу миксера и добавляю сахар. Взбиваю на высокой скорости в течение 3-5 минут до пышной воздушной массы. Откладываю 3-4 столовые ложки крема для покрытия торта сверху. Собирать тортик буду в стеклянной чаше. Я взяла салатник и застелила его пищевой пленкой. Беру подходящую по диаметру тарелку, чтобы вырезать основание торта из бисквита. Кладу тарелку на бисквит и с края вырезаю круг. Вот такой у нас получился корж. Его при сборке торта мы положим сверху. Края бисквита обрезаю, их я потом буду использовать для посыпки торта. Остальной бисквит нарезаю на небольшие квадратики. Кусочки вы можете нарезать по своему усмотрению, они могут быть чуть больше или меньше. Приступаю к сборке торта. На дно выкладываю пару столовых ложек крема.
Далее кусочек бисквита опускаю в крем, полностью его промазываю и выкладываю в форму. Также сюда, в этот тортик, по желанию можно добавить кусочки кураги, чернослива, либо посыпать орешками. Таким образом полностью собираю весь торт. Это очень просто и увлекательно. Когда все кусочки уложены, еще сверху промазываю сметанным кремом. И выкладываю корж. Слегка его прижимаю. Закрываю основание пищевой пленкой. Сверху кладу тарелку и убираю в холодильник на 6 часов или на ночь. Обрезки бисквита необходимо измельчить, они нам нужны будут для посыпки торта. Получается вот такая крошка. Тортик у меня пропитывался в холодильнике целую ночь. Теперь необходимо его достать из формы. Убираю пищевую пленку. Кладу сверху блюдо, все переворачиваю и убираю тарелку и пленку. Тем кремом, что мы отложили, сверху покрываю торт. Посыпаю медовой крошкой. Наш тортик, наш вкуснейший медовик готов. Тортик украшаю шоколадным печеньем шишки. Рецепт я оставлю в описании под видео. Также для украшения использую веточки розмарина и замороженную клюкву. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Получается нежнейший, бархатный, тающий во рту тортик, очень вкусный, праздничный, но одновременно простой и доступный. Друзья, желаю вам всего самого доброго, с наступающими вас праздниками, удачной вам выпечки и до встречи в новых видео!